Словакия принимает закон об иноагентах, в Германии закрывают исламский центр, а между Украиной и НАТО может стать волынский вопрос. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Украинский главнокомандующий собирается освобождать Крым и говорит о российских потерях. Военные всегда готовят такие планы. Джо Байден обращается к нации. Что нового услышал мир? Но в этом всем энтузиазме очень важно не забывать о Biden's legacy. А в Грузии обвиняют Украину в покушении на председателя правящей партии. Служба госбезопасности Грузии расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. На главу правящей партии Грузии якобы готовилось покушение. Грузинские спецслужбы утверждают, что предотвратили убийство пророссийского олигарха и теневого руководителя страны, как его называют, Бидзины Иванишвили. А вместе с этим государственный переворот в Грузии тоже предотвратили. Спецслужбы обвиняют в этом бывшее руководство страны и Украину. Служба госбезопасности Грузии расследует факты подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, организованного и профинансированного бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов Украины. Премьер-министр Грузии говорит, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 45-го президента США Дональда Трампа, а теперь и на председателя грузинской мечты готовили и проводили одни и те же люди, и что все это звенья одной цепи. К тому же несколько дней назад грузинские добровольцы, воевавшие за Украину, писали в соцсетях о том, что их вызывают на допросы в Грузии и обвиняют в попытке госпереворота. Видимо, история продолжается. Мы поговорили об этих обвинениях с политологом Владимиром Фисенко. Это означает, что в Грузии активизировалась подготовка к парламентским выборам, от которых зависит очень многое. И тут цели прямо противоположные. Власть грузинская, в том числе партия, неформальным лидером которой является как раз главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, они хотят получить конституционное большинство. А оппозиция, наоборот, хочет, чтобы партия «Грузинская мечта», партия Иванишвили потеряла большинство в парламенте. То есть это вопрос о том, как Грузия будет дальше развиваться. Многие из тех, кого обвиняют якобы в подготовке этого покушения, это грузинские добровольцы, которые сейчас воюют в Украине. Часть в Грузии, их уже там вызывают на допросы, а значительная часть воюет, в том числе и руководитель грузинского легиона. И это явно направлено на то, чтобы не допустить их возможный приезд в Грузию, участие в избирательной кампании. То есть таким образом они хотят отрезать, я бы сказал, такую боевую активную часть грузинской оппозиции от участия в парламентских выборах. Словакия вслед за Грузией планирует принять закон об иноагентах и сразу получает выговор. Европейская комиссия предупредила Словакию, что немедленно подаст в суд, если правительство будет продвигать этот закон, который требует от неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа, называть себя иноагентами. У нас есть возможность и наша обязанность начать соответствующие процедуры, когда мы увидим, что национальные законы не соответствуют законодательству ЕС. Итак, сначала мы рассматриваем, заслуживает ли эта ситуация нашей реакции и начала процедуры по нарушению. И только после этого мы должны будем рассматривать финансовую ситуацию. В основном речь идет о фонде восстановления. В Словакии очень четко перечислены основные этапы соответствия этой программе. Итак, нам нужно будет проанализировать, выполняет ли Словакия эти этапы.
Ежегодный доклад ЕС о верховенстве права охватывает судебную систему, коррупцию, свободу СМИ и различные системы сдержек и противовесов, такие как гражданское общество. В нем содержатся рекомендации, не имеющие обязательной силы для всех 27 членов ЕС, но они могут подать в суд, как было, к примеру, с Польшей, или заморозить средства, как было, к примеру, с Венгрией. В Германии запретили исламский центр в Гамбурге. Спецслужбы связывают его с Ираном. Полиция Германии проводит обыски на 53 объектах по всей стране, которые связаны с исламским центром в Гамбурге. Его деятельность официально запрещена за экстремизм и распространение тоталитарной идеологии. Сегодня мы запретили деятельность исламского центра в Гамбурге. После проведения тщательных обысков наши органы безопасности проанализировали конфискованные материалы. Стало ясно, что исламский центр в Гамбурге действует против нашего конституционного строя. Вот почему мы применяем одно из самых радикальных средств нашего законодательства, чтобы запретить эту организацию. Это еще один шаг в борьбе с исламистским экстремизмом. Для меня очень важно четко дать понять, что мы не выступаем против религии. Мы проводим четкое различие между исламистами, против которых мы принимаем жесткие меры, и многими мусульманами, которые живут в нашей стране и исповедуют свою веру. В немецком МВД заявляют, что исламский центр Гамбурга и его подразделения поддерживают террористов Хизбаллах и распространяют агрессивный антисемитизм. Издание Bild пишет, что в мечети имама Али пришлось даже вскрывать двери силой. Там укрывались 3 человека. И для того, чтобы не испачкать молитвенную комнату, правоохранители надели на обувь специальные бахилы. Вернулись они из мечети уже с коробками с уликами. Есть план освобождения Крыма. Это абсолютно выполнимая задача. Украинский главнокомандующий дал большое интервью изданию The Guardian, в котором заверил, что этот план является военной тайной, но существует. И ВСУ сделает все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года и освободить граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают. Он знает, как победить Россию, говорит Александр Сырский. К тому же количество потерь оккупантов относительно украинских потерь главком оценивает как 1 к 3. Действительно ли Украина готова освободить Крым силой, или эти заявления главнокомандующего политические? Спросили мы об этом у политолога Владимира Фесенко. Военные всегда готовят такие планы. Вот как у нас в свое время была дискуссия, там еще когда россияне захватили Крым, были такие планы у России или не были. Но разные источники говорят, что были. Может быть, это не было главным планом, на всякий случай. Но были такие планы, каким образом провести военную операцию по захвату Крыма. И эти планы были реализованы в такой гибридной форме в феврале, в конце февраля, в начале марта 2014 года. И, естественно, наши военные в условиях, тем более нынешней войны, наверняка готовили, еще, думаю, даже при Залужном, готовили планы освобождения Крыма, военную операцию. И Сырский сказал, планы есть, но это военная тайна. И я абсолютно ему верю, наверняка такие планы есть, именно военные тактические планы. Что касается освобождения Украины в на границах 1991 года, это стратегическая цель. Она заявлена в формуле мира президента Зеленского. Освобождение всех оккупированных территорий. И украинские военные, естественно, для себя тоже имеют эту задачу. Но эта задача не на сегодняшний день. Издание «Крым Реалии» отмечает, что оккупанты возводят укрепления возле Крымского моста. В акватории Керченского пролива был замечен плавучий кран. И к тому же увеличилось количество барж, которыми Россия защищает мост от морских беспилотников. Несколько неоднозначных заявлений сделал министр обороны Польши. Во-первых, Владислав Косиняк-Камыш говорит, что не все гладко в отношениях между странами, и при всей поддержке Украине должны поставить ультиматум: без решения волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз. Но вместе с тем министр обороны говорит, что конец войны означает только победу Украины, а любой другой вариант остается для Польши прямой угрозой войны, и это вопрос безопасности не только для Польши, но и для всей Европы.
Джо Байден обратился к нации впервые после того, как свернул с предвыборной трассы. Он включался на один из митингов Камалы Харрис, но по телефону, и объяснял все ковидом. Но теперь якобы выздоровел, и теперь мы его увидели. О предвыборной гонке, о том, что будет дальше, и о том, что Камала Харрис, кроме рекордного бюджета, собранного за сутки, по рейтингу на 2% обогнала Дональда Трампа, мы поговорим с политтехнологом из Вашингтона Катериной Одарченко. Сейчас мы видим в Демократической партии большой энтузиазм, в целом связанный с новым кандидатом, кандидатом молодым, 60 лет здесь в Соединенных Штатах это считается молодой кандидат, ну в отличие, кстати, от Восточной Европы, где молодой кандидат это 40 лет. Второе, энтузиазм связан также с тем, что кандидат женщина с предками, афроамериканцами и азиатами. Но в этом всем энтузиазме очень важно не забывать о Biden's legacy, да, о наследстве Джо Байдена, который, по сути, полвека был при власти в той или иной роли, да, и после, очень сложных дебатов, да, сейчас для Демократической партии важно показать две вещи, что Байден делал очень достойное решение, которое Харрис будет продолжать как политики. И второе, что Байден способен дальше работать в Демократической партии, как Пелоси, допустим, да, которая ушла со спикера вовремя очень, да, но она продолжает играть крайне важную роль внутри Демократической партии, да, как один из ключевых лидеров Демократической партии. В Британии пытаются решить проблему получения чистой воды на Луне. Для этого 10 командам исследователей раздали по 30 тысяч фунтов. Добывать ее исследователи собираются из ледяных кратеров на Южном полюсе спутника Земли. Тем, кто найдет такой способ, дадут 300 тысяч фунтов, и еще 600 тысяч передаст канадское космическое агентство на свое усмотрение любой из команд. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.